Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Когда зилокран? Когда зилокран? Зилокран когда? В этой серии мы наконец-таки займемся зилокраном. Погода прекраснейшая, настроение тоже огромное, всем благодарность за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас, то переходите по ссылке, подписывайтесь на Бусти, тем самым вы будете получать доступ ко всем нашим видео гораздо раньше, чем на YouTube, без рекламы. И параллельно с этим я каждые 2-3 дня выбрасываю небольшие видосики для наших зрителей о том, что происходит у нас в гараже. То есть связь у нас практически онлайн. Они знают, что и как здесь у нас на нынешнем этапе происходит. Так что вам, друзья, огромная благодарность за поддержку. Приятного просмотра. Ну а мы начинаем покраску нашего зилокрана. Ну а начнем мы с того, что немножко помоемся, уберем эту грязь, вот этот мох собьем, вот это, чтобы нам потом не чистить, не мучиться, это все вручную, отвертками, давлением собьем, и будет гораздо-гораздо удобнее нам и комфортнее потом красить и подготавливать эту машину к покраске. Работы предстоит немало, но самое главное, что зилокран должен выглядеть красиво. Он у нас технически более-менее, осталось 2 нюанса, которые у нас есть по нашему зилокрану. Первый нюанс — это бак, второй нюанс — это воздушный фильтр. Ну, остальное с большего нормально, его можно исправить. Опустил также стрелу, чтобы мне удобнее было ее помыть, потому что на ней тоже очень много моха, который нужно весь удалить. Заряжаем нашу мойку и помоем кран. Ну вот, мойка закончена. Порядка 4 часов у меня ушло на то, чтобы все это отмыть. Но я доволен результатом. Стрела очень красивая. Заодно я сразу же проверил стрелу на прочность, на гниль. Нигде вообще нету гнили. То есть это очень-очень тоже хорошая новость. Огромное спасибо вам, что вы мне об этом постоянно напоминали. И вот, как видите, как обычно купишь автомобиль, да, и как только вот первый раз его помоешь, так сразу понимаешь его состояние. То есть там где-то не досмотрел, там не досмотрел. Так и здесь. Пока не помоешь, не поймешь, что и как. Но в целом все готово. Сейчас наша задача перегнать его на ту сторону, разложить его там, и будем начинать пытаться смотреть, как тут что это дело красить. Так что такие планы. Не теряем время, погнали.
Вот. Наконец-таки кран заглушен, и мы готовы к тому, чтобы начинать пытаться зачищать, готовить к покраске наш зилокран. Сейчас я съезжу на обед и уже после обеда продолжу. Параллельно с ремонтом зилокрана мы делаем накладки на прицепе для Вольвы. У Юры произошло ЧП, сорвало колодку, загорелось колесо, никто из дальнобойщиков не остановился, только мазист, да? Да. Только он мог понять, что это за счастье. Сорвало колодку, загорелось колесо, я уже не снимал, как оно горит. Пришлось использовать огнетушитель. Один водитель остановился с МАЗа, подошел, больше никто. Огонь погашен. Колодка нижняя с переднего правого колеса ушла. Свел трещотку, вроде бы не должно тормозить. Все крутится. Будем надеяться, подшипника хватит. А вот это остаточки, что я вытащил. Братство дальнобойное страдает, друзья. Нужно что-то делать, чтобы все наладилось в этом плане. Нужно помогать всегда друг другу. Я огнетушителем тушил. Там на пол дороги было видно, что происходит что-то неправильное. И все едут и снимают ТикТок. Не попал ты в ТикТок? Одну колодку мы уже наклепали. Вот такая красота. С красненьким, видите, производители догадались, чтобы было видно, сколько еще осталось колодок. То есть элементарная вещь, но вот гораздо удобнее, когда ты глянул и ты видишь, сколько там у тебя красненького, правильно? Ведь это удобно, мне кажется. Сейчас наклепим колодки и расскажу вам, что у нас, как обстановка с Вольвой, что ломалось. Что у нас сломалось, Юра, за все время? Давай. Так, у нас сломался замок зажигания. Так. Но это он не сломался. Он у меня еще зимой глючил в большой мороз. Глючил, я его помазал, он работал. Ну и все ему. Еще мы смазали клапан, который переключает повышенное, пониженное, да? Да. 3-3, который переключает. Да? 3 маленьких, 3 больших. Да. Такой. Да. А еще что? Еще у нас сожрало колесо на прицепе. И 2 передних тоже жрет. Что еще у нас произошло? Подшипник мы поменяли, но подшипник видели вы. Давайте, поменяли подушки сзади. Да. Поставили очень хорошей фирмы, американской Stelux. И они теперь каждое утро они сваливаются. Ну вот как с этим бороться, пока мы еще не разобрались, мы только учимся. Рессора открутилась. Открутилась рессора у меня. Кстати, после того, как загорелось колесо, Открутились все рессоры. открутилась рессора задняя. И получилось очень неприятно. Она меня барабанила. Я сразу не нашел, что это рессора. Вот. Ездил, она барабанит, потерял гайку. Потом уже когда залез конкретно под эту рессору, заметил, что это она. Проблема контейнеровоза прицепа в том, что вот все фитинги, все гремит в этом прицепе. Я думал, что непонятно, это фитинги барабанят. Да, и непонятно, то ли колодки гремят, то ли фитинги, то ли что это гремит. Но это было в 2 словах. Ну, еще такие промежуточные мелочевки всякие. Там фара отвалилась, там фары вот эти, которые мы покупали, тоже стеллоковские, тоже хлам полный, они уже там соржавели, сгнили. Ну, а так... Противотуманки отвалились. Сначала одна, потом вторая. Да, отвалилось еще у тебя габариты пропали на прицепе. Ну да. Ну, в общем, такая вот мелочевка немного мучает. Антифриз поплыл, там шланг лопнул. Ну, такая вот, в общем, мелкая такая вот мелочевочка. Ну, а так, в целом, вроде пока что нормально. Вот такая у нас обстановка с Вольвой. Доброе утро. Друзья, нестандартное начало у нас сегодня. Застирываю шорты, потому что вымазал в солидол. Если отвезу гальки так, она меня будет ругать сильно. Нужно застирать, вот эту грязь смыть, основную. А вообще хотел вам рассказать, что вчера ничего фактически не успел сделать, потому что занимались Вольвой. Позвонили срочно ехать в рейс, и пришлось нам и перекидывать колеса,
И что мы там только не делали. Спешили, чтобы все успеть сделать. И подшипники пересматривали на ступицах. В общем, работали, занимались Вольвой. Сейчас достираю шорты и покажу, что успел вчера сделать. Вчера начал проходить вот здесь, зачищать стрелу уже. Вот. Ну, всю ржавчину здесь убрать нереально, но вот эту сбить основную вот до такого состояния, чтобы у нас уже лучше ложилась краска. Внутреннюю часть я вообще не могу долезть, то есть просто буду проходить кисточкой, скорее всего. Ну, а эти панельки все подровнять нужно обязательно и тоже зачистить, подчистить, убрать ржавчину по возможности. И потом уже будем красить. В общем, такой план. Сегодня по максимуму зачиститься, по максимуму. Все, отлично. Попытался я зачищать, но сколько бы я ни мучился, все равно остаются вот такие поры.
То есть старая краска, которой покрашена была машина до этого, она, ну, как бы расслаивается. Скорее всего, очень некачественная краска. И в принципе, очень опасно наверх по этой краске красить любыми другими красками, потому что может вот пойти шубой. И принято решение, будем покрывать гравитексом кабину. Он более такой, ну, точнее, менее чувствительный к основе. А потом, после гравитекса, уже будем красить наверх нашей синей-голубой краской, какую там купим. Вот. Ну, хочу Адриатику купить. Вот, надеюсь, у нас это удастся сделать. Вот, зачищать здесь это полная беда. Наждачки не берут. Одним словом, единственный вариант это такой раптора покрас. То есть в плане такой вот будет шагренью весь ЗИЛ. Но он будет по-прежнему блестеть, но хотя бы скроются всякие вот мелочевки, которые присутствуют на кузове. Потому что вот это вот, видите, все в коцках. Вот, все в коцках. Допустим, это я перетру, это не проблема. Большие такие. Но как только начинаешь тереть, видите, вылазят вот такие железные точки. То есть фактически здесь нужно все перешпатлевывать. Сейчас у меня в руках киянки, потому что нужно равнять капоты. Туча вмятин, очень много вмятин здесь. Все нужно равнять. Все выбивать, выстукивать. И по-другому никак. Вот эту часть вообще не знаю, что с ней делать. Очень страшненькая. И тут тоже нюансы, видите, по капоту. Ну и здесь ужасы. Остальные элементы с большего нормально. Но вот такой способ переварки, видите, восстановить его уже невозможно. То есть все кривое, косое. Вот эту часть я перетру с большего, вот эти вот уберу штуки. Но, конечно, нюансов очень много. И обычная акриловая глянцевая краска такая, знаете, чтобы блестел весь ЗИЛок, она просто сработает в обратную сторону, то есть машина вся будет кривая, косая. Поэтому принято такое решение. Но здесь тоже буду сейчас что-то придумывать с этим крылом. Все приварено, снять невозможно. Тут уже, скажем так, только шпатлевочка нас спасет, наверное.
Приехало колесо в прицеп. Как только Юра приедет с рейса, у нас будет задача его переобуть. Непростая. Зачистил вот эту часть, которую нам предстоит вышпатлевывать, и уже начал потихоньку накладывать шпатлю. Вот, но... Ну, с большего будет нормально выглядеть. Вроде бы должно быть нормально. Вот столько закупил первый раз материалов. Но здесь еще не все. Здесь необходимый нам гравитекс, шпатлевка там внизу, растворители и краска. Черная для низа и желтая для верха. Вот. Еще нам нужно там всякие скотчи и все, и краска для кабины еще придет. Одним словом, еще порядочно нужно всего докупить, но пока что вот это нам необходимо. Я заказал краску для кабины, она придет через 2 дня, поэтому чуть попозже еще съездим, закупимся. Пока здесь сохнет шпатлевочка, мы займемся верхом крыши, а также ручкой. У нас снаружи ручка не работает. Вот. Ну, она работает, но некорректно. Сейчас нужно разобраться с этим замком и будем снимать потолок. Будем пробовать выравнивать этот участок крыши. Это будет очень сложно, потому что вот здесь у нас нет доступа к той части крыши. Но посмотрим, возможно, придется приваривать что-то, но там по-любому нужно какие-то работы проводить. Этим и займемся. Но пока что сделаем замок, чтобы не мучиться постоянно через форточку открывать эту дверь. Вот такая там конструкция, все предельно просто. Вот так устроен замок здесь, пока я сам еще не разобрался, но какая-то интересная конструкция. Вот здесь, когда нажимаешь, то должен вот этот язычок подниматься вверх. Короче, странная система. Сейчас разберемся. Сделал замок, пришлось вот сюда добавить пружинку, и теперь все работает четко. То есть вы на ручку нажали, язычок поднялся. Если хотите замкнуть узелка, чик, вот здесь пружина стоит, которая фиксирует. Вот так вы замкнули машину, и теперь уже не может он, крючок вот этот, подняться, потому что упирается вот в этот вот язычок. Машину отомкнули, язычок убрался, и все работает. И так, и так. Все, можем устанавливать. Все, зажимаю, ставлю ручку. Я думаю, будет работать. Потерять лучше полчаса времени, но зато одну проблему уже решили. В
Внешняя часть зила у нас почти уже готова. Нам осталось зачистить крышу, заднюю стенку и чуть-чуть вот еще капот. Ну и переднюю решетку. Да, короче, еще много. Но тем не менее я начинаю выравнивать нашу крышу, потому что нужно будет ее шпатлевать. И поэтому шпатлевка должна высыхать и нужно какое-то время. Так что приступаем к сниманию обшивки крыши. Все сыпется сверху. Такое себе, блин, удовольствие. Главное, чтобы осы не прилетели к нам в помощь. Блин, какая-то дурацкая конструкция. Ага. По причине того, что у нас вмята крыша, зажата и обшивка, я понял. Ладно, сейчас попробуем вынимать. Обшивка, к сожалению, не выжила. Так, ну вот наша крыша согнутая. Вы знаете, ну, по-моему, нормально. Эту часть подровнял, ну, вроде более-менее. Сейчас хочу подстучать еще вверх вот эту жестянку, саму верхнюю. Потом нам будет проще выровнять брыш. Но он относительно, видите, ровный, потому что там тоже он резко идет вниз. И здесь так идет вниз. Но сейчас еще будем изнутри пробовать. Подбил еще немного крышу, подровнял, зачистил и все подготовил под шпатлевку. Внутри здесь тоже немножко пострадало все, но я подправил уже. Ничего нету тут такого страшненького. В принципе, можем шпатлевать. Сделал первый проход шпатлевочки и сейчас начинаю зачистку уже задней стенки. Ну вот это попытаюсь сбить все с большего хотя бы, потому что ну, убрать эту краску вообще невозможно. То есть даже если мы ее уберем смывкой, еще чем-то, остатки этой краски все равно будут реагировать с нормальной краской. Поэтому вариантов нету. Приходится вот поступать именно так. То есть будем покрывать гравитексом. Где-то потоньше слой, где-то поменьше. В целом машина будет такая шершавенькая, но выглядеть красиво будет. Мне так кажется. Готовлюсь к покраске желтой краской. Также нашу стойку эту зачистил. Вот видите, может, следы зачистки. Ну и подровнял всю кабину. Где-то подшпатлевал двери, там еще, ну, местами. И вы знаете, он вот преобразился. Преобразился зилок. Мне кажется, как только мы его покрасим, он просто будет вообще великолепно смотреться. Эта сторона тоже у нас такая подровнялась. Крыша, видите, подровнялась. Ну, одним словом, вообще классно. Рядом стоит Зиломан. А вы знали, кстати, что изначально 131 зилы делались с крыльями, как у ЗИЛ-130. Видите, такие круглые. И потом вот так уходили. Но воякам не понравились, потому что молотком не выровнять. И дизайнеры советские передумали все это, перепрограммировали компьютеры и начали делать уже вот такую морду у 131.
Лично мне 131 морда больше нравится, она брутальнее такая. Ну а 130 морда, она такая милашечка. Ваше мнение вы обязательно напишите в комментариях, какая вам больше мордаха нравится. Ну вот, мне кажется, все-таки полноприводному зилу больше подходит это, ну а обычным гражданским зилам все-таки, наверное, вот эта морда больше подходит. В общем, советские инженеры, мне кажется, угадали прям четенько. Ну а наша задача сейчас, начинаю красить желтой краской. Хочу сначала попробовать красить желтой краской. Сбегал к соседям за бумагой. Покрасим желтый. Потом, наверное, покрасим черный. А в конце уже покрасим синий и потом белый. Не знаю. Ну, будем смотреть по обстановке. Пока не знаю, как будет получаться. Что нам позволит сделать погода и так далее и тому подобное. Поэтому приступаем к работе. Обклеиваю окна. Ну вот, друзья, товарищи, все, что я успел пока что покрасить. Очень тяжело красится вот этот чугун, просто впитывает тучу краски. Ты проходишь 4 слоя, 5 слоев, только после этого можно сказать, что она перекрашивается. Вот там нашлись осы, я просто офигел, когда они выскочили, я думаю, что делать? Поднимаю там осы, я быстрее закрыл, они начинают выползать. В общем, я их краской задул. Потом пришлось взять горелку газовую и газовой горелкой уже их уничтожить. Ну, блин, стрёмненько так было. Вот там не прокрас, видите. Ну, по чуть-чуть завтра еще добавлю здесь и будем двигаться в сторону стрелы. Но это уже будем заниматься этим завтра. Сегодня уже все. Доброе утро. Краска замешана, погода солнечная, поэтому не теряем время. Продолжаем красить. Еще покрасочных работ достаточно много. Стрела самая такая страшная, не знаю. Сейчас попробую пульвером, как будет получаться. Но надеюсь на успех. Кабина, очень много работы, поэтому приступаем. Горький, Беларусь с вами на связи, типа Custom Truck. Сейчас даст вам задание, подпишись на канал и поставь лайк красиво. Конечно, если ты не терпила, а брутальный водила. Пока Коля не видит, Дима даст указания, как слить бензин. Не пролить ни капли соляны, как запустить крас, град отрубит в востоке. Custom Truck, лучший канал на востоке. Custom Truck, все делает красиво. Custom Truck, все подписали живо. Custom Truck, собирайтесь вместе, ведь в воскресенье снова серия на месте. Custom Truck, все делает красиво. Небольшой промежуточный этап. Поднял стрелу, потому что вот еще хочу снизу здесь покрасить. А также нам нужно покрасить крюк. Очень много ушло времени, порядка 2,5 часов на то, чтобы покрасить всю решетку. Но результатом я доволен. По сути, все аккуратненько. Внутренняя часть, конечно, выглядит не очень. Но наружка, которую подчистил, прям супер. Не могу найти оргстекло. На Озоне есть куски максимум 60 сантиметров. Мне нужен, блин, 70. И, в общем, такая вот ситуация. Но неважно, может быть, что-нибудь придумаем. Сейчас покрашу крюк. Также нам нужно нанести, естественно, оригинальную маркировку туда. Такую там защитной полоски. Вот, после этого мы сможем дальше перемещаться уже на кабину, либо на черный цвет. Ну, посмотрим сейчас. После того, как разберемся с желтым цветом, будем переходить наносить, наверное, черный. Чтобы потом уже не обклеивать его, а просто покрасить кабину. Потому что черным можно будет замекать нашего зилка. Зил весь еще в пыли, но неважно. Я думаю, покрасим черненьким. Это будет более правильно. Ну что ж, стрелу я покрасил. В принципе, по желтой краске пока что все. Единственное, что нам нужно будет еще потом нанести тут защитные полоски. И начинаем сейчас мы уже красить черной краской. Краску развел. Кстати, по краскам использую лидскую краску.
нашу белорусскую. Очень хорошая краска. Вот мне понравилось, допустим, как по желтому цвету. И оттенок красивый, и ложится хорошо, и перекрывает хорошо. Поэтому вполне можно покупать белорусскую краску. Нормальная тема. Особенно если у вас вот такая спецтехника какая-то, то вообще прям нормальная тема. Вот. Так что и по цене, и по качеству. Приступаем. Оклеил кабину зилка, сейчас протру все тряпкой и будем начинать наносить гравитекс. И только сейчас я заметил, что забыл покрасить стойку. Но ничего страшного, мы нанесем гравитекс, а после того, как он будет высыхать, мы покрасим эту штуку желтым. Вместе с полосками, которые нам нужно нанести вот здесь в безопасность. Но сзади стекло тоже заклеил, все красиво. Сейчас начнем наносить гравитекс. Ну вот, зилокран покрыт специальным составом. Это антигравий. Сейчас он высохнет на солнышке и сразу синеньким запулим. А пока нам нужно нанести желтенькие полоски и покрасить вот эту нашу стойку. Обалденно смотрится, совсем другая машина. Но видите, благодаря вот этой шагрени много скрылось всего, но тем не менее даже вот видны еще вмятины. Если бы мы покрасили обычной просто глянцевой краской, это было бы печаль. Ну а так, красота. Что нам еще остается? Нам нужно еще покрасить белым передок, покрасить бампер, добавить черного цвета, покрасить черным тоже вот здесь подножки, ступеньки, здесь добавить, вон вижу, непрокрасы, тоже пройти черненьким краской, вот там тоже вижу. Но одним словом, еще нужно немного постараться. Также нам нужно разобраться с баком, провести магистраль, сделать фильтр воздушный, сделать фары все поставить. Одним словом, работы еще предстоит немало. Но этим мы всем будем заниматься, друзья, уже в следующей серии. Потому что сегодня пятница, у меня носоглотка вот от покрасочных работ уже такая, мне нужно чуть-чуть реабилитироваться, как раз за выходные чуть-чуть мне будет легче, и в понедельник мы займемся опять, будем снимать серию с зилокраном. Вот, так что на сегодня все. Огромное вам спасибо, друзья. 2 дня просто покрасочных работ, я уже устал, не знаю, иногда задумываюсь, правильно ли это делать. Вот так вот все, не знаю, кому этот надо кран, да никому он не нужен. И по сути, иногда упираюсь в мысли, что это все не совсем правильно. Но, коль мы сели уже в эту повозку, то мы доедем до конца. Так что не надо паники, все будет четко. Вам я желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Огромная благодарность всем за поддержку от души. Только хороших людей. Всего наилучшего. Всем пока.